Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами коррекция. Эта клиентка добирается до меня довольно-таки нечасто, поэтому ногти у нее очень часто переношены, перехожены, но тем не менее в основном в 90% случаев ногти у нее целенькие, доходят до меня в полном объеме, поэтому мы с ней по этому поводу не ругаемся. Ей так удобно, да и я не против. Как обычно, начинаем нашу коррекцию с подготовки. Снимаем материал, выравниваем поверхность ногтевой пластины, делаем максимально ровную для себя подложечку, потому что потом будет легче на нее выложить новый материал. Убираем длину, придаем форму, запиливаем натуральный ноготочек, взрыхляем, чтобы у нас новый материал прицепился к поверхности ноготка. И отодвигаем кутикулу, убираем триги, наносим праймер, базовый гель. И в этом месте я, как обычно, постараюсь вам напомнить, что если вы на канале впервые, стоит подписаться, потому что впереди будет еще очень много интересных роликов. Да и сегодняшний ролик все еще впереди, и он тоже довольно интересен. Сегодняшнюю коррекцию будем выполнять полигелем. Ну, просто потому, что полигель у меня был под руками, и почему бы ее не выполнить этим материалом. Раскладываем материал, аккуратненько заводим его в области кутикулы, распределяем таким образом, чтобы материал сходил на нет, чтобы он там был очень хорошо прижат, тогда у нас не будет никаких отслоек на полигеле. И сводим основную массу материала в форму нашего будущего ноготочка. Сразу же разглаживаем кисточкой таким образом, чтобы у нас оставалось минимум материала на опил. Далее при помощи фрезера убираем излишки материала и допиливаться будем пилочкой. А пила здесь немного, поэтому времени на это уходит очень и очень мало. Ну а теперь покрытие. Как вы понимаете, третий день подряд на моем канале один и тот же оттенок красного цвета. Ну вот почему-то так получилось, что в один день у меня все клиенты выбрали один и тот же цвет. Я его со стола даже не убирала. Поэтому сегодня красим опять же тем же нашим любимым 71 цветом.
На тех ногтях, на которых у нас запланирован дизайн, мы покрыли черным цветом и в липкий слой затираем такой себе слегка хамелеонистый пигмент. Он имеет такой желто-зелено-голубой отлив, очень интересно смотрится на ноготках, безумно мне нравится, ссылку оставлю в описании. Далее перекрываем пигмент финишем для того, чтобы он просто не тянулся за кистью, потому что мы будем рисовать китайскую роспись, а китайская роспись это такая себе слегка втирающая краску техника, поэтому если мы будем ее втирать, то нам важно, чтобы пигмент у нас за кистью не потянулся. Ну а теперь непосредственно китайка. Очень часто меня в комментариях просят: Даша, ну давай китайки побольше. Так вот вам 2 дня подряд китайки, много китайки не бывает, и еще немножечко китайка тоже. Итак, сегодня в качестве китайской росписи у нас самые простые обыкновенные пятилистнички, но в 2 уровня. Первый уровень мы рисуем потемнее, второй уровень будем высветлять. Итак, после того, как мы накидали первый уровень цветочка, мы набрали на красочку, на кисточку красочку более светлого цвета. Прям много-много белого оттенка мы туда добавили. И вырисовываем второй ярус наших лепестков. Второго яруса лепесточков у нас немного, мы не забиваем первый ярус, он должен быть виден, он должен быть довольно хорошо читаем. Вот поэтому добавляем совсем немножечко светлых оттенков, украшаем серединку нашего цветочка, добавляем лепесточки, все, дизайн готов. И как вы знаете, я очень люблю прорисованную китайку. Мне очень нравится, когда китайка максимально четкая. Поэтому я беру белую красочку и кое-где совсем немножечко, буквально бликами, расставляю белые акценты для того, чтобы показать, какие части лепесточков у меня самые-самые объемные. Итак, у нас получились вот такие вот ноготочки. Очень красиво, очень богато, очень здорово выглядит. Ждем эту клиентку на коррекцию, скоро она появится. У меня же сегодня для вас все. Не забудьте поставить лайк этому ролику. Мы с вами увидимся в новых. Всем до новых встреч. Пока!